Всем привет, друзья! Видео свое начинаю с холодного гаража. Сегодня я хочу съездить на Западную Двину, посмотреть, как там остановка со льдом. Ну и может потом выбраться порыбачить. Ну а добраться туда мне поможет мини-трактор МТЗ-132H. Ну и попутно, наверное, там хочу рассказать про него, про плюсы и минусы. Может быть, кто-то хочет прикупить к сезону, поскольку уже данный мини-трактор у нас в семье год. И есть, кстати, по нему что рассказать, есть плюсы и минусы. Вот, и думаю, будет вот этот обзор, отзыв вам полезен. Ну и хочу, наверное, начать свое видео с запуска данного мини-трактора, чтобы посмотрели, как запускается. Стоит в обычном дощаном гараже, на улице сейчас -7. Вот, ну и показать, как будет запускаться со стартера. Вот, есть... Вот здесь можете видеть. И можно запускать также его, потом покажу вручную. Продергивать стартером. Так что давайте начнем, наверное, с заводки трактора. Ну а потом уже посмотрим, как обстановка на Двине. И расскажу подробнее об этом мини-тракторе. Поехали. Так, ну запуск данного мини-трактора производится тут все просто. Первым делом здесь снизу включаем массу. Смотрим, чтобы работало. Так, сигнал появился. Закрываем заслонку, здесь снизу вытаскиваем. Смотрим, чтобы было все. Передача на нейтралочке. Также здесь у нас небольшой беспорядок в гараже, ну извиняюсь. Здесь у нас берем, потом, когда выйдем, немножко в гараже темновато, открываем наш бачок и нажимаем на кнопочку. Поехали. Ну все, друзья, трактор завелся, схватился и потихоньку задвигаем заслонку. Надеюсь, слышно меня хорошо. Ну вот, постоял, видите, там со третьего раза схватился, как бы это, я считаю, нормально. Так что сейчас погреется, друзья, и поедем. Итак, все, трактор я прогрел, буду сейчас отправляться. И тут такая произошла беда. В общем, вот этот рычажок, он у нас отвечает за включение габаритов и света. И вот, можете видеть, нет света, только габариты. Это вот такая беда в этом тракторе. Вот, получается, мы, кстати, причину эту нашли. Вот, проблема тут оказывается в проводке. Долго ковырялись. Выйду на свет, будет посветлее. И вам обязательно расскажу, чтобы, если у кого тоже такая будет проблема, знали, куда лезть. Много чего перепробовали, тоже покажу, что пробовали. Ну, а чтобы нам добраться до места ловли, и чтобы как-то было видно, наверное, использовать буду вот такой фонарик от Armtec. Надеюсь, он нам поможет доехать. Довольно-таки яркий. Сейчас, наверное, закреплю его на капот. Вот, будет как фара. Смотрите, да, как смотрится. О, и попробую доехать. Надеюсь, света нам хватит. Поехали. Так, ну, приехали, добрались к Западной Двине. К сожалению, гонит лед, еще шугу, бережниц как таковых нету. И порыбачить тут нигде не получится, поэтому будем куда-то выбираться в другое место. На озера, потому что на Двине не вариант. Ну ладно, главное посмотрели, видео сегодня не об этом. Давайте приступим. Расскажу все плюсы и минусы мини-трактора МТЗ-132H. Погнали. Так, ну, фонарик, да, действительно яркий, ребят.
Ехал, как бы было светло уже, но если будет темно, как бы будет хорошо. И смотрите, главное, что удобно на магните крепится, как фара. А если бы было два фонарика, как две фары было бы. Или можно было, вот так сделать. Давно искал себе помощника фонарик. Вот, взял тут на пробу вот такой от Armitec. Вот, моделька Elf C2. Неплохой фонарик. 3 режима: яркий, средний и такой тусклый свет. Заряжается от Type-C. Здесь такая сделана заглушка, защита от воды. Сам фонарик тоже на короткое время можно, по-моему, до 10 метров погружать в воду, как бы ничего с ним не случится. Стоит аккумулятор. Сейчас посмотрим по емкости какой. Ну вот сам фонарик, батарейка находится под вот такой крышкой. Крышка-то магнитная, ну удобно, видели, можно крепить к металлу. Аккумулятор вот такой фирменный, тоже Armitec 18650 на 3200 мА. В принципе, достаточная емкость, чтобы долго оставаться при освещении. Здесь стоит такое дополнительное уплотнительное кольцо, тоже, что дает нам попадание, если в воду, уже будет герметичен нам сам отсек с аккумулятором и не зальет, как бы, наш фонарик водой. Вот, светит довольно-таки яркий, стоит диод, белый цвет, бывает еще желтого цвета. Так что вот такого помощника себе взял, друзья. Надеюсь, прослужит верой и правдой. Поэтому, если кто хочет и приобрести себе такие тоже фонарики, планировал, от меня будет скидка 15% на все фонарики от Armitec. Ну а мы продолжаем наш обзор. Поехали. Так, ну что, давайте продолжим наш обзор. Давайте начнем с внешнего вида. Вот так выглядит наш мини-трактор. Можете сейчас обойду по кругу. Ну, дизайн простенький. Это самые первые модели, которые начал делать Сморгонский завод. Сейчас там много новых моделей уже и с пластиковыми капотами, крыльями, более симпатичные, но и ценник, конечно, большой. Вот. Ну и, конечно, на данную модель трактора 132H тоже цена, конечно, завышена. Конечно, цена могла бы быть поменьше. Ну ладно, что поделаешь. Хочешь бери, хочешь не бери. В общем, вот так выглядит со всех сторон. Давайте, наверное, начнем с двигателя. Вот, капот у нас железный. Давайте начнем по порядку. Вот сразу недостаток: лакокрасочное покрытие. Вот можете видеть, сезон прошел, вот краска протирается. Можно было бы какую-нибудь резиночку сюда вставить, но нет, голый получается металл. Здесь вот было обычное кольцо. Кольцо плохо стало держать. Здесь вот усиливал силиконовым таким шлангом, разрезал, и плюс еще обматывал изолентой, чтобы он, ну, как бы не слетал. Плюс можете видеть, там вот вот такой крючок был маленький, и постоянно на кочках слетало. Пришлось делать самому вот такую скобу, ну и то маловато, нужно сделать побольше. То есть просверливался, и сейчас капот как-то более поплотнее держится. А до этого вообще была болтанка конкретная. Вот тоже такой минус в этом мини-тракторе. Первый, что нас встречает. В общем, открываем капот. Капот у нас держится на петлях. Петли тоже там такие зазоры. Болтанка, немножко там делал проставки, чтобы не болтались. Вставочки делал. Ну, стало получше. Крепится вот на таком тросике, чтобы его не выломало. В принципе, тут больше сказать нечего. Единственное, смотрите трос аккуратно. Вот можете видеть аккумулятор. Оголились клеммы, и было закоротило, пропалило аккумулятор. То есть нужно смотреть за этим аккуратно, чтобы вот эти силиконовые защитные колпачки были всегда на месте. Потому что может коротнуть. Ну и когда закрываете, смотрите, чтобы вот, наверное, вот так за бачок гидроусилителя он заходил. Вот. Двигатель стоит здесь, друзья, Китай. Лифановский, обычный, моделька 188 FD.
13 лошадиных сил, 489 кубиков, объем бака 6,5 литра. В принципе, данного двигателя хватает. Может, кто-то скажет, что 13 лошадей мало. Нет, за глаза достаточно. Здесь все идет, за все как бы отвечает за тягу, за проходимость коробка. Вот, чем славятся вот белорусские трактора как бы. По двигателю, в принципе, нареканий нету. По расходу бак 6,5 литров. Где-то по книжке написано, что 3,7 где-то в час он кушает. Ну, не знаю, не замерял, как бы не заморачивался. Если кто-то там замерами заморачивается, тут как, купили трактор, раз работать надо, значит работаем, и сколько надо бензина, столько, в принципе, льем. Ну, в принципе, да, не сказать, что он там и экономичный, и не сказать, что много жрет. Где-то так, середнячок. Вот. Аккумулятор стоит на стартер. 12 вольт. 45-очка стоит. Обычный аккумулятор. Ну, удобно. Как бы не надо ручным стартером запускать. Кнопочку нажал, и наш двигатель запустился. И единственное, не знаю, здесь в последнее время что-то вот спустя вот год эксплуатации по свечам зажиганием что-то начали как-то барахлить, и бывает трактор плохо работает. Не знаю, может быть, что-то связано с катушкой зажигания, но вот будем смотреть. Я вот грешу на катушку зажигания. Здесь по двигателю, что еще сказать, стоит ключ старт-стоп, то есть мы здесь можем выключить, вынять ключ, вот как я приезжаю на рыбалку, и все, уже как бы наш двигатель мы не запустим. Вот в этом положении старт, все как бы уже включаем массу нашего трактора и запускаем его. Стоит сигнал, ручной стартер. Здесь можете видеть тоже этот электростартер. С этой стороны у нас стоит выхлопная система, воздушный фильтр, топливный фильтр стоит. В принципе, все в доступе, как бы разбирали тут. Ничего сложного нету. Здесь идет бачок на эту всю гидравлику, на эти рычаги. Данный трактор сзади у нас снабжается, с завода ставится уже трехточечной навеской. Плуги, культиваторы, окучники всякие, отвалы тоже в наличии есть, ну, докупаются. Винты сделаны удобно, то есть регулируются по высоте, потому что когда настраиваем плуги, окучники, надо все это настраивать, чтобы трактор у нас шел четко, потому что если не настроено, ничего как бы не сделаем. Стоят обычные фонари, сзади повороты, стопы, поворотники. Дополнительно вывел, приварил площадку, вот такую мигалочку с Валбериса заказал, все сделал в оплетке сюда, поскольку ездим по дорогам общего пользования, и данный трактор надо регистрировать, и чтобы была обязательно мигалка, видите, номер. Если будете ездить не по дорогам общего пользования, можно не регистрировать, но если будете ездить, еще раз повторюсь, по дорогам общего пользования, плюс еще нужны на него права тракториста. Вот, права тракториста у меня есть, тоже сдавал, так что все законно. Здесь под сидушкой сделано, откидывается вот сидушка. Здесь такой маленький бардачок. Здесь вот там документы лежат, необходимые вещи. Вот такой еще есть шар. Ставится вот сюда вместо пальца. Можно тягать прицепы, лафеты лодочные. И розетка, соответственно, подключать прицеп, лафет. То есть уже все сделано с завода, классно, удобно. Здесь стоят эти масленки, шприцевать. Наши все узлы как бы тоже надо за этим смотреть. Шприцевать периодически, чтобы был меньший износ. Вот. Стоит вал отбора мощности ВОМ. Ну, как бы не пользовались, не надо, как он там себя, как работает и что с ним, не знаю. Стоит дуга безопасности, тоже можно снимать. Немножко тоже она была больше, немножко обрезали. Сантиметров, наверное, не знаю, под 10, потому что в гараж не залазил, к сожалению.
По резине стоит российская камовская резина. Что-то по ней сказать плохого, не знаю, сказать что-то плохое про нее не могу. Нормальная резина, мягенькая, и зимой, и летом едет. Размер 6х12 стоит. Это как бы колесики поменьше. А есть, по-моему, 7х12. Они будут побольше. Соответственно, и трактор чуть бежать будет побыстрее и будет повыше. Здесь клиренс как бы небольшой. Особенно вот если какие-то перекулы едем, вон той частью передней можно немножко и цепляться. Так, с передней части идут тоже. Здесь габариты, здесь поворотники, свет ближний, дальний. Но, к сожалению, ближний свет почему-то пропадал. Резали проводку здесь. Вот, можете видеть, тут никакого обмана. Вот, тут изолентой мы заматывали оплетку. Думали, что где-то переломался провод. Но, к сожалению или к счастью, хорошо, что оказалось это все в другом месте нашли, что не в проводах. Но проводка сделана ужасных, там мало соединений, где сделано все как-то на один жгут. Вот. А там вот дальше будет плохо видно. Вот где я пальцем показываю, вон, видите, болт стоит. Там такая стоит распределительная коробка, и в этой коробке идет соединение. И вот это соединение начинаешь, когда дергать, появляется ближний свет. Такое чувство, что внутри контакты, которые вставляются, там папа, мама, плохо закреплены или что. Вот придется, будет потеплее, будем все это переделать. Поэтому у кого проблема со светом, может быть, если тоже будут. Ну, конечно, лампочка может перегореть, тоже меняли. Смотрите, обращайте на это внимание тоже. Вот такой косяк. Так. Получается, давайте пойдем дальше, наверное, к органам управления перейдем. Обычный стоит руль. Здесь, сейчас включу массу. Сигнал, поворотник, там право-лево. Вот индикатор показывает. Здесь, вот я как говорил утром, габариты. Это получается ближний свет. Включаем, вот загорается лампочка. Ближний свет. Все, в принципе, понятно. Здесь я лампочку вывел. Это не лампочку, а выключатель на нашу мигалку. Вот. Видите, работает. Включаю, выключаю. Так, поворотники. Ну, масса, как я и говорил. Здесь заслонку открывать-закрывать на холодную. Глушить и запускать наш двигатель. Здесь сделал такой колпачок, чтобы, бываешь по ошибке, в ППХ работаешь, нажимаешь на заведенном двигателе опять, чтобы, ну, не завести, в общем, так. Из органов управления это идет навеска, то есть поднять, опустить, и в плавающий режим она ставится. Здесь подключение идет, точнее не подключение, да, подключение и отключение моста. Это рычаг отвечает вверх-вперед, реверс, назад. Педаль тормоза, точнее педаль сцепления, педаль тормоза и газ. Здесь можем видеть рычаг подключения моста. Здесь мост, вот видите, полный привод. Здесь только передний. Ну и вот эта рукоятка тоже, когда мы включаем вот эту рукоятку, опускаем вниз, и подключается наш кардан, начинает крутить все мосты. Получается полный привод. Передний мост работает и задний. По поводу еще одного косяка. Вызывали гарантийщиков, но настраивайтесь на то, что вам с этим трактором никто сильно помогать не будет. Все хотят, как говорится, моя хата с краю, никого не знаю. Вот. Отрясти руки и оставить вас с этой проблемой. В общем, когда мост только передний, едем, тишина, подключаем задний мост, начинается какой-то гул. Много тут что перебрали и пришли к мнению, послушали. Здесь внутри стоит подшипник. Вот. И он завода был не смазан, потому что вот эти вот... Здесь вот масленка стоит, рама ломающаяся здесь у него. Стоит масленка, мы начали загонять туда литол. И, к сожалению, там все сухо было.
И буквально, наверное, трактором мы 3 или 4 раза попользовались, и вот загудело все. Из завода, походу, не был смазан подшипник, и вот он гудит. Гарантийщики сказали, ну, ездите, пока не заклинит. Ну, как бы тоже такое отношение, поэтому будем сами весной данную проблему устранять. Сейчас покажу с обратной стороны, чтобы было более понятно. Вот масленка, которая шприцует наш подшипник, на котором крепится вот кардан наш. Вот еще такая из проблем. Здесь вот этот еще рычаг, забыл сказать, блокировка руля. Здесь вот рулевая тяга такая стоит. Ей регулируем развал, делаем руль. Тоже с завода был кривой, заклинил. И вот если с рулевым что-то у вас случится, вот смотрите, крутите вот эту тягу. Она отвечает за наше рулевое управление. И как бы тут, где бы показать, ну вот можете видеть, вот я кручу рулем, вот она там, видите, ходит. Вот это еще вот такой косяк. Вот не понравилось лакокрасочное покрытие, это понятно, как бы красит на голый металл. И не понравилось, что вот загудел подшипник, и тоже ничего нам как бы не помогли. Плюс еще один косяк, это вот здесь вот идет эта ручка на гидравлику, на заднюю, на навеску опускания, поднимая. Вот идет шланг, и вот видите, педаль сцепления. И давайте сейчас я под низ нырну. Вот можете видеть, синяя изолента нам поможет. В общем, видите, вот ступенька на педальке. И вот сейчас я когда выжимаю, она, не достает до шланга. А до этого, я даже сейчас покажу, будет наглядно видно. Вот на заводе, видите, вот красная краска, а вот черная не прокрашена. Шланг был в эту сторону ближе натянут. И, соответственно, шланг был близко вон к той наваренной какой-то площадке. И вот эта площадка протерла шланг благо шланг армированный идет, то протерла резиновое вот это основание. Ну так, замотал, чтобы ничего не попадало. Вот, а вообще хочу на Валберисе озоны сейчас, благо у нас есть, сделать, поставить для наглядности, вот как здесь, вот такая оплетка для проводов, для шлангов, чтобы защитить. И вот руки так не дошли. Вот хочу весной сделать, поэтому тоже обращайте внимание сразу при покупке трактора, чтобы ничего нигде не терло. Также вот здесь временно был поставил, тоже надо сделать. Можете видеть, сейчас с обратной стороны обойду. Здесь видите, вот тоже краска протерлась, а протерлась она, вот, друзья, вот этим тросом, вот, который идет от двигателя. Тоже вот замотал изолентой временно, чтобы ничего не попадало. И вот хочу усилить, вот поставил так, чтобы его не протирало. Тоже не продумано, как бы. И вот с обратной стороны сейчас обойду, покажу. Перешел с обратной стороны. Вот этот трос, получается сцепление. На сцепление идет, вот когда нажимаешь. Там вот здесь вот это двигается часть, так что это идет на сцепление. Вот протиралось. И вот здесь вот эти все тоже части, которые электрика, вот здесь идет. И вот с этой стороны, если видно, здесь вот тоже вот такая металлическая скоба сделана. Здесь она не мешает. А вот эти два провода, вот, которые здесь вот в гофре, и вот здесь уже я обмотал на Валбересе, как повторюсь, брал, были вот тоже вот под этой скобкой. И поскольку рама у нас ломающаяся, вот этими краями острыми у нас слезало всю оплетку. Вот видите, здесь все тоже заизолировал, как бы не продуманно сделано. И я как бы ее тоже, наверное, полгода поездили, увидел, что начало ломать. Вот она немножко тут надломана, оплетка. Ну хорошо, что увидел и вынял. И теперь вот когда рама вращается, наши вот эти все троса
в свободном доступе, то есть крутится, то есть куда надо и не ломается. Так что на это тоже обращайте внимание при покупке. Это вот такой тоже третий косяк по данному трактору, вот который я заметил и вот как бы устранил. И хотелось бы, чтобы завода так не делали, не портили трактора и наши нервы. Также, что вскрывать, друзья, панель не буду. Здесь вот таких вот, видите, две заглушки. Это с обратной стороны стоит релюшка на поворотнике. И здесь стоит предохранитель, по-моему, там на 10 или на 15 ампер, обычный, автомобильный. Так что, если мало ли где-то что-то работать не будет, вот здесь релюха стоит, а здесь всего лишь один предохранитель. По задней части, по навеске, что здесь сказать? Если мы навеской не пользуемся, здесь вот есть вот такой рычажок, мы поднимаем нашу навеску и блокируем. Вот, когда она нам не нужна. Соответственно, если надо, рычажок опускаем, и навеска наша работает. По навеске там, в принципе, проблем никаких нету. Настраивается здесь все четко, как бы сезон прошел. Много тут обработал маленьких огородов себе, знакомым, как бы трактор маневренный, везде можно выкрутиться. Ну, видео не снимал, вот, не знаю, может быть, еще на канал, если будет интересно, данное видео зайдет, еще что-нибудь поснимаю. Еще из минусов были брызговики, вот, сделанные из такого материала, вот как здесь на подножках, мягкие и короткие. И когда я ехал, вот эта вся часть крыла здесь была полностью грязная. Ну, плюс и ноги. Сейчас вот только, видите, нижняя часть немножко грязноватая. Но брызговики уже длиннее не сделаешь, неудобно будут. Взял, заказал обычные вот на Валберис брызговики за 12 рублей, там 4 в комплекте. Вырезал по размеру, чуть-чуть даже больше. И все вот. Они такие, резина-пластик. Их не закасывает. А вот эти, когда я ехал, постоянно закасывало под колесо, и они были короткие, и летела грязь. Единственное, сзади с размером немножко я тут, когда резал, сглупил, на 2 сантиметра обрезал, короче. Ну, потом, может, переделаю, закажу, благо недорого стоит, на полную длину. Вот тоже такие. Поставил из брызговиков, что сделал. И сейчас грязи намного меньше стало, так что возьмите тоже себе на вооружение. Далее вопрос к знатокам. Зачем в этом тракторе вот такое полено? Можете поставить на паузу и написать в комментариях. Вот. Но, а я, чтобы не затягивать видео, это полено мне нужно вот здесь, на этой площадке. А нужно оно для того, чтобы не уставала нога, когда работаешь на тракторе. Сейчас я это наглядно покажу, сяду. В общем, когда это полено есть, нога получается ровно, и ну давишь на газ, как бы все хорошо. Но когда, если полено это убрать, вот, нога, вот, неудобно снимать, нога в воздухе постоянно и затекает, неудобно. Неужели нельзя было сделать вот эту площадку немножко повыше? Вот почему мы должны все это дорабатывать. Как бы хотел сварную конструкцию сделать, ну не знаю, может сделаю, может нет, ну пока так вот чурочкой обхожусь. Единственное, аккуратно, смотрите, было у меня такое, залетело под тормоз, и я ехал, не мог затормозить. Надо что-то такое вот думать, чтобы все фиксировалось. Так что вот тоже смотрите на это, обращайте внимание. Ну, по лакокрасочному, как и говорил, вот обдирается все. Стыки вот. Год прошел, но вот потеплеет весной. Хочу преобразователем ржавчины все обработать. Вот, видите, уже профиль пошел ржаветь. И мовилью все задать. Вот, сделать. Ну так, царапается все. Вот, стыки пошли ржаветь. Здесь краска обдирается. Это всего лишь трактору год. При этом я как бы смотрю за техникой. Не знаю. Подкрашиваю, все делаю. Ну, это бачок, не знаю, говорил или нет, идет на навеску на нашу. Вот. Гидроусилителя здесь никакого нету. Здесь руль. А, кстати, да, забыл, наверное, сказать. Есть трактора данной модели с гидроусилителем, есть без. Ну, там ценник тоже на 1000, по-моему, дороже. Здесь без гидроусилителя. В принципе,
скажу так, по-честному, он и не надо. Это лишние растраты, рулевая рейка, там все эти элементы со временем выхода из строя, может течь она. А так тут, в принципе, вращается нормально, ничего тут такого тяжелого, чтобы он без гидроусилителей крутится нормально. Можете тоже как бы брать без гидроусилителя. Ну, если деньги позволяют, можете брать. Здесь еще забыл упустить момент, упустил это ручной газ. То есть, если где-то что-то едете, можно включить и не давить на наш газ. Так, еще тут забыл сказать, здесь вот ключ на 10 откручивается, включаем, выключаем. Это идет, отвечает вот этот рычаг за навеску. Если он выключен, как бы мы не можем ничего с навеской сделать. Ну, то есть, когда какие-то полевые работы идут, включаем, выключаем. В принципе, что еще? По маслу задний мост обкатали, мы меняли. Ну, гарантийщики приезжали, мы думали, причина там, что-то где-то шумит, может шестеренка какая развалилась или что. Но, слава богу, все нормально, но масло было черное. Меняется там, в принципе, тоже все просто. Здесь снимается крышка, там снизу идут болты. Вот, масло можно либо масленка закачивать, но мы сняли крышку верхнюю и через верхнюю крышку залили. Ну и передний мост там отдельно меняется тоже масло. Там плохо будет видно, но вот будем когда менять подшипник, то обязательно тоже поменяем масло после нашей обкатки. Еще был момент, плохо включался реверс вперед-назад, а включался он плохо, что вот можете видеть, вот стоят уже вот такие шайбочки, вот по 2 штуки я сделал, поскольку был большой люфт, и вот это переключение, вот я увеличил, сделал зазор меньше, вот этой частью задевало об эту тягу, и не можно было как бы включить передачу. Так что тоже смотрите, обращайте на это внимание. То есть зазоры плохо отрегулированы, надо все доводить самому. Ну и вот по двигателю завозите обязательно запасные свечки, потому что бывает трактор не заводится, меняешь свечу и едет. Ну, думали, проблема в карбюраторе, разбирали. Но я что-то грешу на катушку зажигания, но тоже сейчас будем ждать тепла и менять. Мне кажется, что что-то проблема с катушкой зажигания. Ну а так, в принципе, трактор, друзья, тяговитый, все работы делает. Прицеп тягаем, тут много строек было, вывозили мусора. Трактор тяглый, особенно если на полном приводе любую грязь, любую горку берет. Я вам это продемонстрирую. Вот, можете видеть здесь. Я постоянно приезжаю, здесь лодка у меня, кто видео знает, и на эту горку я поднимаюсь полностью с прицепом, и вдвоем мы с пассажирами поднимались. На переднем приводе просто не подымешься, а на полном он тяглый, вообще классно, поскольку вот и славятся мотоблоки, МТЗ, трактора, что это умы еще с Союза, и инженера, они маркетологи делали трактора, все эти передаточное число этих передач, все сделано четко. Может быть, неправильно что-то говорю, вот, но как-то вот хочу поделиться все равно информацией, так что все шестеренки там сделаны правильно на тягу. И, наверное, да, еще забыл добавить, здесь 4 передачи есть. Здесь вот видите, нейтральная переключается вот рукояткой, нейтральная, первая сюда, вторая, третья, четвертая. И здесь идет 3 назад и 3 вперед передачи. Вот видите, белая и черная. Вот нарисовано. Так что как-то вот так. Вот, если где-то что-то неправильно сказал, не судите строго. Обзоры не делаю. Вот, особенно на такую технику. Как бы на тракториста не учился, может быть, где-то термины неправильно говорил что-то, но зато про косячки, про все, которые могут вас постичь тоже, когда купите, рассказал. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Вот, наверное, больше сказать по трактору нечего. Сейчас покажу, как он его ходовые качества прокатимся, ну и подведем итоги. И, наверное, еще перед тем, как прокачусь, если кому интересно, сам
Выгодное предложение было в Беларуси, если кто будет брать этот техносад, как бы проблем не было. Вот, можете к ребятам обращаться, я думаю, помогут. Это как бы адекватные, потому что вот сейчас столкнулся с такой проблемкой. Вот, сейчас я даже еще покажу. Вот, вот этот шар, что я показывал в начале, это вот для прицепа, говорил, хочу себе прикупить лодочный лафет. Столкнулся сейчас с проблемой, что много где захотел, обзванивал сайты, хотел купить лафет, много где вешали лапшу на уши, вот, и столкнулся с ребятами там с мотовела, и пообещали мне по одной цене, потом перекрутили на вторую цену, потом сказали, когда уже все оформили мы, привезем вам через неделю, так мне не привезли, в общем, ну, не советую мотовела, не знаю, ребята, не обижайтесь, ну, как-то говорю как есть. Поэтому вот, ну, если кому интересно, данный трактор брали на техносад. Обязательно еще вот работать желательно в наушниках, потому что двигатель очень громкий, хоть и четырехтактный, но он одноцилиндровый, вот, поэтому работает громко. Так что давайте, наверное, прокатимся и будем закругляться. Ну, включаем массу. Чтобы был краник открыт, ставим все в нейтральное положение, дроссельную заслонку и ключ на старт. Сейчас вот отключаю, друзья, мост, сцепление выжил и поднимаем вверх. Включаем передачу и поехали. Можете видеть, кардан не крутится, только передний привод. Ну и попробуем взять эту горку, как я и говорил, но мы не поднимемся, сразу говорю. Вот он начинает все на месте буксовать. Ну а если мы... Вот, подключился задний мост. Вот, можете крутиться, все, работает. Мы эту горку сейчас возьмем без проблем. Про что я и говорил, друзья, что правильные, неважно какой точнее здесь двигатель стоит, лошадиные силы, говорят, чем мощнее он будет. Здесь нет, здесь вот главное, правильно сделана коробка. И все, мы поднялись. И вот сейчас покажу вам, спустимся вниз. Здесь я тоже всегда на нем езжу, проблем никаких не было. Так что ходовые качества нормальные. Ну и прокачусь, наверное, по полю, сейчас покажем. Включил третью передачу. Трактор быстро бегает. Вот брызговики. Снегом ничего не закидывает. Красота. Идет уверенно, нормально.
Так, ребят, ну, в общем, прокатился. В общем, ну, видели, как едет, как по звуку, не знаю. Ну, и хочу тут уже завершать свое видео. Вот, ехал обратно. Тут нашел вот такие приямки, будем так говорить, ямки, возвышения. И вот хочу обратить внимание, смотрите, клиренс в данном тракторе небольшой. Если будете вот так проезжать, такие неровности, смотрите аккуратно, чтобы не повредить наш двигатель, хотя стоит снизу вот такая пластина, вот, чтобы ее не загнуло. То есть, если будете ехать, аккуратно, на маленькой скорости, не на большой. Вот, то есть на это тоже обращайте внимание, потому что клиренс вот небольшой. Так что как-то вот так. Плюс еще хотел, сейчас вот ехал, забыл в начале видео сказать, что вот удобно тут тоже сиденье сделано, что регулируется под любой рост, то есть дальше, ближе, ну, в принципе, как в автомобиле, только что ближе, дальше, ну, выше, ниже, к сожалению, не делается, но, в принципе, по высоте тут оно, я как бы думаю, и не надо. Так что, в принципе, наверное, по данному мини-трактору мне сказать нечего, и, наверное, давайте подведем итоги. Что хочу сказать. Данный трактор сейчас стоит 12 тысяч белорусских рублей. Дороговато, да. Хочу сказать, если бы он 1006-8 стоил, в принципе, придраться, наверное, не к чему было. Ну, а за такие деньги, вот, конечно, качество сборки, ну, надо пережимать болты, смазывать сразу, вот, видите, подмазывать где-то и смотреть, потому что зазоры вот такие есть, вот, видите, ржавеет спустя год, как бы, ну, покраска оставляет желать лучшего. Ну, а за такие деньги вы что-нибудь из китайцев, я думаю, лучше не найдете по проходимости, потому что действительно трактор тяглый, проходит, ну, грязь, вот на горку заезжает, плюс груз тянет нормально, по скорости, ну, пустой где-то километров 16 бежит, на больших колесах 7/12, я думаю, и 18-20 по дороге. В принципе, этого достаточно. Еще из плюсов, если вы не будете использовать его по дорогам общего пользования, права не нужны, регистрация, то есть катайтесь без всего. Ну, а если нужны, да, еще забыл, наверное, упустил момент, нужны права, страховка на него и техосмотр будет еще проходить. Вот, ну, там, в принципе, ничего сложного, как бы это нормально. Так что вот такой, друзья, обзор получился. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Если какие-то косяки вылезут у вас, похожие на меня, вы их сразу будете знать, куда лезть, устранять. Но надеюсь, у вас такого не будет. Ну, просто поделился своими впечатлениями. Ну, так хочу сказать, в принципе, аппарат достойный, поскольку и в хозяйстве помогает, огород какой-то сделать небольшой свой, плюс вот на рыбалку лафет будут тягать, постройки помогает, так что нормально. Единственное, я говорю, из минусов это цена и качество сборки. Вот. Хотелось бы, конечно, качество сборки лучше, если стоимость трактора 12 тысяч рублей, хотелось бы и лучше. Ну, остальное, в принципе, можно подкрутить, подмазать, в принципе, если руки есть. Так что на этом, друзья, свое видео заканчиваю. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свои комментарии. Ну, а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.